Всем привет, меня зовут Алевтина. Сегодня мы делаем ребенка-тигренка в технике ватной игрушки. Ватная игрушка будет в виде малыша в костюме тигренка. Начинаю работу с изготовления молдов лица куклы. Для этого мне понадобится картофельный крахмал и силиконовый герметик. Выдавливаю небольшое количество герметика в крахмал. Постепенно вымешиваю тесто до нужной консистенции, чтобы оно не было слишком липкое и не слишком твердое. Для снятия формы лица подобрала куклу с симпатичным личиком. Убрала волосы под пленку, смазала лицо растительным маслом, для того, чтобы форма легко отошла от лица. Когда масса готова, вдавливаю в нее лицо куклы. Оставляю примерно на час, за это время силикон схватится. Через час форма легко отходит от лица. Лишний силикон срезаю ножом. Через сутки форма будет плотная, но пластичная. Для изготовления лиц можно взять любую самозатвердевающую массу. В магазине мне попалась вот такая. По консистенции она напоминает массу папье-маше. Отрезаю небольшой кусочек, выдавливаю его в молд. Аккуратно достаю, и получается милая детская личка. Оставляю до полного высыхания. Для того, чтобы выбрать подходящее лицо, сняла форму с нескольких кукол. Неровности убираю при помощи мелкой наждачной бумаги. Таким образом, можно даже исправить черты лица. Окрашиваю акриловой краской, смешав нужный телесный цвет. Краску наношу спонжем для макияжа. Получается достаточно ровное покрытие. Подрумяниваю щечки и носик. Для этого краску делаю более темную, розоватого оттенка. Беру спонж поменьше и штампующими движениями прохожу по нужным участкам. Рисую ротик и глазки. Выбираю подходящее для тигренка лицо и приступаю к работе с ватой. Чтобы не ошибиться в пропорции ребенка, распечатала подсказку в нужном мне размере. Рисую схему внутреннего каркаса куклы. Провожу линию через центр и нахожу точку соединения ножек. Голова будет в виде петельки. Отмечаю ширину плеч, добавляю длину руки и удлиняю ноги на длину стопы. Для каркаса использую проволоку толщиной 0,8 мм. Скручиваю каркас, делаю петельку для головы и прокручиваю участок шеи. Отмеряю длину рук с правой и с левой стороны, закручиваю. Дальше идет туловище и ноги. Расправляю скелетик, загибаю стопы, и теперь этот скелетик нужно превратить вот в такую мумию. Вату купила в аптеке в форме ленты, сложенную зигзагом. Отрываю кусок примерно 20 см и делю его на более тонкие полосы. Эти полоски ваты плотно и ровно наматываю на каркас. Закрепляю толстой хлопчатобумажной нитью достаточно туго.
Постепенно таким образом набираю форму ребенка. Для этого мне служит подсказкой распечатанный рисунок. Когда основная масса накручена, то остается только выровнять поверхность, сделать животик и попу. Для животика подкладываю отдельный кусочек ваты. Также делаю попку и ножки потолще. Проверяю пропорциональность и симметричность куклы. Дойдя до нужного мне результата, продолжаю работу дальше. Проклеивать игрушку буду клейстером. Чайную ложку крахмала развожу в небольшом количестве воды. Состав вливаю в стакан кипятка, хорошенько размешиваю и даю остыть. Первый раз взяла чайную ложку крахмала без горки. Позже я стала засыпать уже с горкой. Такая консистенция мне в работе нравится больше. Этим клейстером прохожу по всей фигурке. Промазываю все неровности, разглаживаю и оставляю до полного высыхания. Малыш будет держать в руках зайчика. Для этого нарисовала фас и анфас формы игрушки. И сделала чертеж скелетика. Для каркаса зайчика мне понадобится деревянная бусина и синельная проволока. В бусину вставляю проволоку и делаю выступ для мордочки. Скручиваю передние лапки, туловище и задние лапки. Так как ступни у зайчика широкие, край лапки делаю петелькой. И так же как куколку обматываю кусочками ваты. Утолщаю ножки и делаю пузико. Когда набрала объем, сгибаю лапки в нужном положении. Полностью промазываю клейстером. Кукла хорошо просохла. И далее приклеиваю лицо на клей-момент. Наношу клей и хорошенько вдавливаю лицо в голову, чтобы она приняла нужную форму. Загибаю ручки. В одной руке она держит зайца, а в другой хвостик, так как эта кукла будет в костюме тигренка. Начинаю окутывать игрушку завершающим слоем ваты. У меня вата окрашенная марганцовкой. Наношу клейстер и туго наматываю на руку. Сверху также выравниваю клейстером. Таким образом постепенно обклеиваю руки и ноги, убираю до полного высыхания. Когда заяц хорошо просох, небольшими кусками ваты формирую у него мордочку. Окутываю ватой верхние лапки и загибаю в нужном положении туловище и ножки. Возвращаюсь к тигренку. Следующим этапом буду обклеивать голову. Кладу кусок ваты, хорошо его приглаживаю. И сверху также выравниваю клейстером, от центра к краям. Для шапочки отрываю кусок, который будет равен длине головы. Загибаю край этого куска и надеваю шапочку. Выравниваю. Промазываю клейстером аккуратно, сильно не надавливая кисточкой, чтобы край шапочки остался воздушным. Когда верхняя часть зайчика просохла, приступаю к нижней. Пузику и задним лапкам. А сзади нужно не забыть про хвостик.
Приклеиваю ватный кусок на переднюю часть, формирую маленький шарик, прикладываю и сверху закрываю оставшейся ватой. Выравниваю поверхность дополнительным небольшим куском ваты и создаю форму хвостика при помощи стека. Окручиваю и формирую задние лапки. Из ватного диска вырезаю ушки, подгоняю их по размеру. Так как ватный диск состоит из двух половинок, детали ушек разъединяю и склеиваю их между собой. Нижний край ушка разделяю, переднюю часть вклеиваю в сторону мордочки, а заднюю в сторону затылка и формирую ухо. Таким же образом приклеиваю и второе ушко. Когда уши высохли, мне не очень понравилась их форма. Маникюрными ножницами состригла все лишнее. У зайчика одно ушко будет согнуто. Промазываю его клейстером и загибаю в нужную форму. Осталось обклеить туловище куклы. Использую всю ту же крашеную вату. Если где-то просвечивает основная белая вата, то маленькими кусочками цветной ваты заклеиваю эти участки. Тигренку делаю ушки по такому же принципу, как и у зайчика. Вырезаю из ватного диска полукруг, делаю мягкий край и соединяю две детальки между собой. Приклеиваю их к голове и даю время хорошо просохнуть. Дальше эти ушки покрывают цветной ватой. Таким образом они станут пышнее. Отдельным куском ваты выравниваю затылочную часть головы. Остался последний элемент – это хвостик тигренка. Отмеряю и отрываю кусок ваты равной длине хвоста. Наношу клейстер и постепенно скручиваю в жгутик, но оставляя один край распушенным. Формирую кончик хвоста. Распушенную часть этой детали приклеиваю к игрушке. Небольшими кусочками ваты выравниваю форму. Приступаю к окрашиванию игрушек. Для этого мне понадобится слабо пахнущий разбавитель, либо очищенный White Spirit. А тонировать буду масляными красками. Очень жидко развожу масляную краску White Spirit. Прикасаюсь кисточкой до нужного места, и краска впитывается и растекается. Получается очень мягкий переход.
Для того, чтобы был плавный переход на большой площади поверхности, смачиваю растворителем всю эту площадь. А потом уже наношу краситель, так получается очень мягкий переход краски. Еще нужно учитывать то, что когда краска высохнет, она станет светлее. Для окрашивания костюма тигренка я использую два оттенка оранжевого, светлый и темный. Так, мне кажется, игрушка получится живее. Можно игрушку не окрашивать красками, а просто наклеить сверху вату, окрашенную в оранжевый цвет. Коричневым цветом затемняю кончик хвоста и оставляю до полного высыхания. Хоть это и масляная краска, но сушка не занимает много времени. 2 часа на батарее и все прекрасно просохло. Какой же тигр без полосок? Полосы решила нарисовать той же масляной краской. Здесь важно не добавлять много растворителя, иначе линии получатся размытые. Тонирую низ ручек и ножек. Хотела оставить зайца белым с легкой тонировкой, но он получается слишком бледный и сливается на фоне тигренка. Поэтому я буду его окрашивать при помощи цветной ваты, просто приклеив небольшие кусочки на клейстер. Спереди оставляю белые участки. Рисую глазки и носик. Чтобы игрушка была по-новогоднему сверкающая и праздничная, покрою ее слюдой. В небольшое количество клейстера добавляю слюду и хорошенько перемешиваю. Этим составом полностью покрываю все игрушки. Из гофрированной бумаги сделаю воротнички. Зайчику зеленый, а тигренку оранжевый. Отрезаю небольшую полоску. Прикладываю линейку для того, чтобы ровно согнуть пополам воротничок. Формирую деталь в виде круга. Примеряю, он должен быть чуть-чуть больше шеи. Вовнутрь вставляю веревку и затягиваю. Таким же образом делаю воротничок и тигренку. Край воротника хорошенько растягиваю, чтобы получились мягкие складки. Вклеиваю зайца в руки ребенку, и символ Нового года тигренок готов. В руках он держит символ следующего года – год кролика. Для того, чтобы подвесить игрушку, понадобится петелька с резьбой. Но у меня они только большие, нужно купить поменьше. И совсем забыла покрыть лицо акриловым лаком. Но это сделать никогда не поздно. Ватные игрушки получаются такие душевные, теплые, уютные, что не хочется выпускать их из рук. Творите, создавайте и до новых встреч!